Яхта, парус. Рай для любителей солнца и истории. Нереально круто здесь! Что представляет собой турецкая ривьера? С правой стороны от меня морская вода соленая, а с левой стороны речная пресная. Откуда в Турции греческие амфитеатры, гробницы, высеченные в скалах, и пляжи для черепах? Мне не страшно ничего. В этом выпуске я побываю на необитаемом острове. Валяется очень много костей. По колено в воде проберусь в опасное ущелье Турции. Ледяная вода просто! Научусь управлять яхтой и попаду в самую страшную в своей жизни морскую бурю. Происходит просто тотальный пипец! Долой тюленей отдых! Привет, сервис! Ничего не включено. Слышим Турция и представляем себе отточенный сервис «Все включено», наглых котов на улице и продавцов, которые пытаются тебе впарить все, что угодно. Но мне, как обычно, захотелось чего-то небанального. Привет! Вы на канале Ян Буян, и наше небанальное путешествие начинается на этой белоснежной красавице. Для своего путешествия я выбрала команду из Альба Сейлинг. И забегая вперед, сразу же скажу, что эта неделя была полна приключений, непередаваемых эмоций и душевных разговоров. Ребята так круто все организовали, и поэтому я с легкостью делюсь их контактами. Представительство есть как и в России, так и в Украине. Ссылка на сайт в описании ролика. Ну все, иду опровергать стереотип, что Турция всего лишь ловушка для туристов, упакованная комплексными курортами. Вот только кроссовки сниму. Чуть позже обещаю показать все самые укромные и не очень уголки на этой лодке со сладким названием. А пока обязательный инструктаж. Ну что ж, друзья, технику безопасности нам прочитали. Как называется правильно? Значит, в жаргонизме это называется бум, потому что по голове, когда бьет, называется бум. И я надеюсь, что никакой гик и никакой бум не огреет меня по голове. Буду держать за это пальцы. Если честно, больше всего я боюсь, что меня укачает. Один раз я уже испытывала это ощущение, если честно, развлечение так себе. Но будем надеяться, что в этот раз эта участь меня минует. И следующая наша остановка – это залив Гечка. 7 часов до него, 7 часов. А загорать может быть? Но нет, надо пойти познакомиться с капитаном. Друзья, знакомьтесь, наш капитан Кирилл, очень опытный моряк. У меня есть один вопрос, который меня очень волнует. Как не заболеть морской болезнью? Есть какие-то секреты? Секреты есть. Можно не выходить в море. Самый распространенный способ – это чего-нибудь кисленькое. Лимон, свежевыжатый лимон, разбавленный водичкой, хорошо помогает. Но самый действенный способ – это вот я отключаю автопилот, и вы берете руль. Вот так, легко, капитан Кирилл разрешает мне встать у штурвала. И у меня, чего скромничать, получается. И вот ваша задача, вот видите вот этот остров, вот вы должны на него держать постоянно нос. Но лодка не машина, у нее... Задержка есть, да, наверное? Да, у нее гораздо больше задержка, она тяжелая, эта лодка весит 26 тонн. Вот, то есть вы управляете, сейчас вот берете в руки и управляете КАМАЗом, так по весу. Рулить яхтой, конечно, оказалось не так-то просто. Но когда лодка под твоим управлением с легким креном скользит на поверхности моря, удовольствие, я скажу вам, ни с чем не сравнимое. На самом деле, кто-то из вас сейчас может сказать, что мы засоряем море. Но если честно, органические отходы в море кидать можно. А вот пластиковые бутылки нельзя. А знаете почему? Потому что море – это агрессивная среда. Агрессивная прям такая среда. И все растворяется очень быстро. Арбузные корки только долго. Сколько они примерно растворяются по времени? Я думаю, дня 3-4. Целых 3 дня, 4 дня, представляете? Если вы сходите в туалет на яхте, и ваши отходы, которые не жидкие, они растворятся всего за 3 часа. Едва не забыла добавить интриги. Сегодня нас ждут дикие пляжи, античные города, необитаемые острова и древние могилы. Мчим ко всему этому на всех парусах. С вами поговорить хотят, Антон. Фортуна, как у вас там дела? Лучше всех. Фортуна, стоит ли лезть на мачту? Не сейчас. Почему не сейчас? Не соглашаться? Это опасная затея.
Потому что сейчас мы на волне, там будет неуютно. Спасибо, Фортуна. Конец связи. Очень много морских словечек всяких, да? А какое любимое у вас? Ну вот какое-нибудь такое вот. 65 метров глубина под нами. Наша скорость по лагу относительно воды 5,5 узлов. А GPS нам показывает относительно коры земли, поверхности земли. То есть GPS считается истинная скорость, а это скорость по лагу. Все эти узлы, мили, голову сломаешь. Одно понятно, до ближайшей остановки несколько часов. Есть время позагорать на палубе и полюбоваться водными пейзажами. Нет, ну согласитесь же, что это круто. Посмотрите, как красиво. И какая у меня замечательная прическа. Спасибо, ветер. Смотрите, как аппетитно. Рыбка вчера, да, засолили рыбку? Вкусная очень. Очень вкусная. Турецкая ривьера – это собирательное название мест вдоль Эгейского и Средиземного морей. Каждый уголок хоть картины пиши. Вот и греки когда-то давно оценили здешние красоты и удобно тут расположились. Шли века, тысячелетия, их сменили другие народы, но одно осталось прежним – первозданная природа. Друзья, видите вот эти вот деревья? Это все оливковые деревья. Они заброшенные, за ними никто не ухаживает. И, скорее всего, раньше здесь было какое-то поселение. Но сейчас никому не нужный мыс. Когда солнце садится после тяжелого дня, и ты видишь эту красоту, и на душе становится так хорошо-хорошо, тепло-тепло и уютно. Напишите в комментариях, что вы больше всего любите, закат или рассвет. Швартуемся в бухте с непривычным уху названием Сарсала. Читала, что ее называют одним из красивейших мест в стране. И знаете, это похоже на правду. Это что-то невероятное, и вы только представьте, это материковая Турция, это материк. А такое впечатление, что ты находишься действительно на каком-то острове. Невероятное что-то. Изысканности этим местам добавляет и местная кухня. В меню морепродукты по бросовой цене, а для нас решили подать еще и барана. Нам принесли знаменитого барашка Саркалу. Сколько он часов томился? Весь день сегодня? 5-6 часов? Примерно столько на яхте сегодня томились и мы. Он мягкий. И баранина же должна чувствоваться, что это вкус барана. Не всегда. Но это вообще не чувствуется. Что ж, подкрепиться нужно как следует. Завтра нашу группу ведут к таинственным ликийским гробницам. Звучит устрашающе. Я лечу! Отвлекаешь меня здесь, а у меня там еще работа, мне надо отвязывать. Я не помню, честно, как это называется, но мне надо идти работать. Курс к наследию Древней Ликии. Это государство процветало еще в первом тысячелетии до нашей эры. Самобытная культура, собственная письменность, монеты. Словом, ликийцы не сидели на месте. Видите позади меня пещеры? На самом деле это ликийские гробницы. Ликийцы верили, что чем выше они захоронены, тем быстрее они попадут в загробную жизнь. И сейчас нас ждет небольшой трекинг до них, поэтому спустить шлюпки. Но сейчас будет мастер-класс моей неуклюжести. Я умею падать. Угу. Так. Ой. Ну, не так уж и сложно. Пошли к ликийцам, посмотрим, как они себе там домик устроили. По так называемой ликийской тропе плетемся медленнее черепахи. И это не фигура речи. Они не медленные. Кто сказал, что черепахи медленные? Страшно тебе. Ой, ой, ой. Ладно, ладно, все, беги, беги. Гуляя по ликийской тропе, вы постоянно будете встречать такие вот бело-красные отметки. И они буквально через каждые 10 метров. И если вы ее видите, эту отметку, значит вы идете в верном направлении.
Мы дошли до гробницы. Умерших располагали стоя. Рядом все, что казалось тогда нужно для загробной жизни. Украшения, одежда и даже кое-какие продукты. Очевидно, эти древние люди уважали смерть и поклонялись ей. Гробница, гробница, конечно. Но посмотрите, какой открывается отсюда вид. Вы знаете, в таких местах хочется просто сесть, ни о чем не думать и просто повтыкать на эту красоту. А в детстве я умела. Куда пропало-то это умение? Но перед тем, как капитан даст команду поднять паруса, обещанный рум-тур. Это у нас зона отдыха, совмещенная с кухней. Кухне на самом деле может позавидовать любая хозяйка. Здесь есть посудомоечная машина, плита, духовка, микроволновая печь, кофеварка, чайник, холодильник, морозилка. То есть вы представляете, да? А вот здесь вот прячется телевизор. Блин, надо сначала было выяснить, как это делать. Ну я серьезно, ну помоги мне. Ладно, я не знаю. У нас здесь находятся каюты. Вот одна каюта. Это моя каюта. А вот здесь вот каюта нашего капитана. Пока его нету, давайте зайдем посмотрим, что здесь происходит. Огромная кровать. Что я шепчу? Огромная кровать, столик, принтер. Сразу же видно, что человек здесь живет и работает. Здесь у нас душевая. Я не знаю, зачем вам эта информация, но вдруг она будет интересна. Как работает унитаз? Система нехитрая и простая. Мы переключаем здесь переключатель, качаем воду, чтобы она набралась. Чтобы смыть, переключаем обратно и вновь качаем воду. Ну вот так. Мы пришвартовались в укромной бухте в Бирюзовой лагуне. Добро пожаловать в Гёчик. Что вам интересного рассказать про этот город? На самом деле он очень маленький, здесь вроде бы живет всего лишь 6 тысяч человек. Здесь буквально несколько улиц, и обойти его можно за час. Но он очень известен тем, кто занимается яхтингом, потому что здесь очень большая марина, и, как видите, очень много яхт. Гёчик – небольшой турецкий поселок. С одной стороны море, с другой – горы, а между неспешная турецкая жизнь. Национальный колорит, многочисленные рестораны, живописные горы. Что еще нужно среднестатистическому отдыхающему? Такой милый городок и совсем никого. Все работает до 5 часов и дальше все закрываются. Но если честно, они оставляют открытыми двери. И если ты захочешь зайти, говорят тебе быстрее, быстрее, быстрее заходи. А еще здесь ездят полицейские и говорят: домой, домой, коронавирус. Коронавирус после 5 часов выходит на охоту, так что быстренько идем домой. И вот так вот, представляете, уже 2 раза нас остановили. Ну, мы сейчас вот забрели, скажем так, на улице, где они не ездят. Надеемся, что мы их не встретим. Ой, она меня укусила. А я тебе не отдам. Это мои орешки. Хватануло. Гёчик еще называют маленькой Венецией, потому что здесь есть несколько каналов, которые выходят в море. Пойдем попробуем их найти. Ну что я могу сказать? Очень красиво, ухоженно, мило, симпатично. Не знаю почему, но в Гёчике очень много скворечников. Где-то искусственных, где-то настоящих. А это, смотрите, вообще многоэтажка. Оказывается, я все это время произносила неправильно название этого города. Я говорила, что это Гёчик, а на самом деле Гёлджик. Погуляли и хватит. Как насчет того, чтобы причалить к необитаемому острову?
идем на необитаемый остров. Змеи напали. Что там еще может быть? Аборигены. Мне не страшно ничего. Мало того, что мы приехали, нас выкинули на пляж, мы сразу же зашли в тупик, так еще сейчас и чайки обут. На этом пляже валяется очень много костей. Единственное, что я надеюсь, что они не человеческие. Я не знаю, что это. Может, это кости чаек. Внутри они такие, как поры. Чайки на этом острове вообще не пугливые. Мы сейчас запускали дрона, и дрон подходил прям вплотную к ним. Давайте посмотрим, до какой степени вплотную к ним может подобраться человек. Я сейчас постараюсь сделать это тихо-тихо. Возможно, их спугнула лодка. Но наконец-то за нами вернулись. И едет наш капитан Кирилл. Ну что ж, друзья, море, конечно, море, но пора его сменить на горы. И для этого мы приехали в каньон Сакрикент. Безопасность превыше всего, поэтому каску одеть обязательно. Если вы собираетесь в каньон, то обязательно берите с собой вот такую обувь. С другой стороны, если вы не взяли, то здесь можно взять в аренду, но если вы только не брезгуете одевать с чужих ног. У нас вариантов нет. У нас из группы никто не взял запасную обувь, поэтому пришлось брать в аренду. Так что вот такие тапочки и вперед к воде. На секунду представила, как когда-то давно тут разверзлись небеса, расступилось море, а горы раскололись надвое. С тех пор, как образовалась трещина, каньон оставался верен себе и не менялся внешне. Ну что, я похожа на строителя? Идем в воду? Страшно? Мне тоже. О, какая она холодная! Ледяная вода просто! По-моему, идея была хорошая, но не очень осуществимая, по крайней мере, для многих. Это что за карусель? У кого горят ноги? Ёпрст! Это кошмар! Дай руку! Спасибо. Ширина дороги, по которой мы бредем по колено в воде, от 20 до 30 метров. Высота ущелья 200 метров, а его длина почти 20 километров. Так вот уже выглядят ноги. Я просто уже представляю, что нам нужно будет возвращаться. Кстати, ущелье обнаружили совсем недавно. Случилось это в конце 80-х годов прошлого века. Рассказывают, что у одного пастуха сбежала коза. Бродил он в ее поисках и наткнулся на эту величественную красоту. С каждым поворотом я все больше и больше хочу повернуть назад. Ногам хана. Мало того, что они замерзли, это уже полбеды. В эти тапочки набились мелкие камни, которые очень трут ноги. Это жесть. Уже этот холод от воды даже не ощущается. Давайте проголосуем, идем мы дальше. Ань? Нет.
Лен. Нет. Ром. Только вперед и только вперед. Лёш, ты идешь дальше? Да. Сереж. Буду сопровождать. Егор. А ты идешь дальше? А ты хочешь дальше или ты хочешь туда? Я обратно. Ну все, давайте, ребят. Вам удачи. Увидимся. See you. Так интересно наступать. Осталось 100 метров, и мы вернемся на Большую Землю. Я не знаю, если кто-то доходил до конца, напишите в комментариях, может быть, мы зря это не сделали. И вообще, как вы это сделали? Вода ледяная. Там где-то, наверное, на 2 или 5 градусов всего. Ног просто не чувствую. А теперь хочется быстро сойти на берег и избавиться наконец-то от этих мелких камушков, которые просто въедаются в ногу. Вот они, все эти камни, которые впивались в ноги. Мелкие, маленькие проказники. Казалось бы, на сегодня экстрим закончен, но не тут-то было. Мы идем прям под таким креном, вот, под огромным креном идем. Такое впечатление, что мы сейчас перевернемся. Сегодня что-то, море сегодня очень неспокойно, если честно, страшновато. Можно вот такие вот прикольные фотографии сделать. Сейчас лодка очень сильно накренена, и я, грубо говоря, стою прямо. Для эксперимента, вот если я сейчас надену носки и захочу встать прямо, будет вот так вот. Вот так вот. Когда уже море успокоилось, и я вместе с ним, прибываем в еще одну живописную бухту. Пошли кранцы вязать. Причаливаем к кинчику. Все. Я практически уже научилась все делать здесь на борту. Мне вообще не сложно. Но когда я смотрю, как это все что-то привязывают, отвязывают, сколько силы надо. Это, конечно, очень большая и тяжелая работа. Но мне-то что, я кранец привязала, на носу полежала. Где-то там помогла подержать, завязать, порулить. Туристы тоже могут участвовать в жизни команды. Это даже очень интересно. Всем советую. Вы знаете, может быть, я не права, возможно. Но по мне, это самая живописная бухта из всех, которых мы были. Море просто синее-синее-синее, я не знаю, синее я еще не видела. И очень много зелени. Так, дорогой Кэп, хоть иногда напрочь лишен манер, груб и прям, но ты любим таким и рады, что ты есть в нашей жизни. Твердой руки, сухого пороха и 7 футов под гелтом. С днем рождения! Именинник у нас сегодня король. А заметили, что именинник вообще невозмутимо лежит и как будто нас не слышит. Ура!
Утро сегодня началось просто замечательно. Наш капитан напек очень много блинов, насолил красную рыбку и приглашает нас к завтраку. Если неделя чартера прошла без блинов, то она прошла без Курочкина. Пошли пробовать. Так, чай разбирайте, кому. Нереально вкусно. Темечко. Наш тур очень разнообразный. То мы поднимаемся в горы, то мы целый день проводим в море на яхте. Вот, допустим, сейчас мы плывем в Дальян, нас ждут термальные источники, мы будем проплывать по реке Дальян и обещают, что мы увидим черепашек. Смотрите, как красиво. Вот в этом месте встречается река Дальян с пресной водой и Средиземное море. С правой стороны от меня морская вода соленая, а с левой стороны речная пресная. Смотрите, какой уютнейший просто городок Дальян. Мы сюда обязательно вернемся на обратном пути. Сейчас едем на термальные источники, чуть-чуть согреться, а потом пойдем по нему гулять. Я прям в огромном предвкушении. Вообще не угадать страну, глядя вот на вот такие вот ландшафты. Даже нельзя сказать, что это Турция. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Просто вы посмотрите, как красиво. Приехали на термальные источники. Пахнет. Стоимость всего этого удовольствия 20 лир. Процедура следующая. Сначала вы мазюкаетесь в грязи, потом принимаете душ и дальше идете в термальные источники. Хотите душ покажу? О, как раз включили душ. Кто в душ хочет? Это душ. Температура воды 39 градусов, очень комфортная и очень вонючая. Пахнет протухшими яйцами, но, скорее всего, полезно. Экскурсия в античный городок, который расположен неподалеку. На реке Дальян находится город, который называется Каунос. Скорее всего, вы мне скажете, ты что-то путаешь. Есть город Каунос, и он находится в Литве. Нет. Здесь, в Турции, есть старый город Каунос. Здесь уже сейчас никто не живет, остались только развалины, которые мы и приехали посмотреть. Наша дорога в Каунос идет среди апельсиновых деревьев. Вход в Каунос на одного человека 14 лир. Очень странно, не 10 лир, не 15 лир. Почему 14? Удивительно. Каунос – это многочисленные археологические памятники и природные достопримечательности. Чтобы их сосчитать, не хватит пальцев на руках и ногах. Красиво. Город вобрал в себя разные культуры. Например, при раскопках тут нашли артефакты, которые принадлежали римской и византийской эпохам. А в конце 14 века Каунос стал частью Османской империи. Вот так-то. Самое интересное, что можно посмотреть на этих развалинах, это амфитеатр. Тебе и храм Аполлона, и древний Колизей. Ах да, для тех, кто забыл, мы все еще в Турции, друзья. Какой-нибудь Цезарь влюбился в Клеопатру, и там вмешался Марк Антоний. И вот здесь все разворачивался сюжет, и сидели зрители, и переживали за Клеопатру. Кто-то болел за Цезаря, кто-то за Марка Антония. Аплодисменты, аплодисменты. Мы сейчас проведем эксперимент, я стану в середине. И будет ли Егор слышать меня, если я не буду кричать ему?
Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь от сада имя измени. Или меня женой своей сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Результат эксперимента. Я стою здесь, можно сказать, говорю своим обычным голосом, не крича, и меня слышат там, на верхушке. Мы планировали встретить морских черепашек, но повстречали только вот эту красоточку. Ой, я тебя сейчас отпущу. Все, отпускаю, девочка. Или мальчик, не знаю, кто-то там. Среди старых развалин древние животные. Все логично. Ну давайте теперь поближе к современным постройкам. Мы причалили к городку Дальян и решили прогуляться по его улочкам. И знаете, что могу сказать? Он с моря показался очень уютным и милым. И ничего не изменилось? Еще лет 30 назад Дальян был обычным рыбацким поселком, но немного рекламных буклетов, и сюда, словно мотыльки на свет, устремились любители экологического туризма. Но пока их не очень много. Смотрите, какой интересный дом. Балкон есть, а стены дальше нет. Как будто к стене прилепили окна и балконы. Иллюзия обмана. Как в любом городе, есть вот такие таблички «Я люблю определенный город». Ну, здесь, естественно, я люблю Дальян. Любовь, история, природа, пляж, культура, развлечения и солнце. Боже мой, какая милая. Черепах, как вы уже поняли, тут почитают, а употребляют других морских и речных обитателей. К слову, Дальян по-нашему означает «рыбацкий гребень». Дальян славится своими голубыми крабами. Они водятся здесь у них в реке. Ну, естественно, отличается не только цветом. Я думаю, что на вкус краб как краб. И это считается как деликатес. Голубой краб. Наших туристов тут немного. Зато этот городок давно оккупировали английские и немецкие пенсионеры. Действительно, чем недостойное место, чтобы прожить остаток лет, ловить себе крабов и наблюдать за неспешной жизнью больших черепах. Мы приехали на Черепаший пляж, и по фотографиям это должно быть просто какое-то мега красивое место. Я очень хочу туда побыстрее пойти, поэтому пойдемте вместе со мной. Как будто мы находимся на берегу океана. Это просто нереально круто здесь. И это все Турция. И это опять Турция. Происходит просто тотальный пипец происходит. Я не знаю, доплывем мы или нет, нас колбасит просто по жести. Земля, земля, земля. Хороший. Какой у нас шкипер был озорник. Это он нас еще пытался качать. Thank you very much. Вообще в таких случаях нужно всегда обращать внимание на шкипера. Если шкипер ведет себя спокойно, значит в вашей жизни ничего не угрожает. Как думаете, что он делал? Он сидел в ТикТоке. Представляете, в ТикТоке сидел. Мы там с жизнью прощались, а он в ТикТоке сидел. Вчера нам экстрима было мало, мы сегодня идем под парусами, вот просто вот на огромном наклоне. Уже улетела кофеварка, разбилась, вы просто посмотрите, как близко вода. И 1,5 часа едете, мне кажется, мое сердце этого не выдержит. Кирилл, мы не перевернемся? Капитан говорит, что не перевернемся. Но мой опыт, конечно, слишком маленький, но страшно, пипец, как страшно. Мне кажется, 1,5 часа я вот так вот буду сидеть.
И буду пытаться, если будем переворачиваться, прыгать в море. Блин, это круче, чем американские горки, конечно, по адреналину. Вот такая она Турция, удивительная и всегда разная. Изучай не хочу. Кстати, эти парни, которые за время нашего путешествия стали мне родными, катают туристов по Хорватии и другим европейским странам. В их парке немало яхт, так что с ними, я уверена, я еще обязательно встречусь. А пока делюсь впечатлениями об этих удивительных местах. Впечатлений вагон. И несмотря на то, что в Турции я уже далеко не в первый раз, но именно в это путешествие я открыла для себя ее совсем с другой стороны. Турция с моря – это как будто совсем другая страна. Живописные горы, удивительные острова, кристально чистое море. А главное – размеренная и несуетливая жизнь. Все эти дни режим антистресс был включен на полную мощность. Это канал Ян Буян. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также ищите меня в Инстаграм, там я рассказываю о путешествиях в режиме реального времени. Увидимся!